Добрый день! Сегодня мы с вами научимся выполнять вот такие двухцветные интересные носочки-следочки, размер которых подойдет на размер ножки 38-39. Работу мы начнем с выполнения задней части носочка, затем выполним подошву и верхнюю часть. Как изменить размер модели, я расскажу в процессе выполнения. Для работы мы будем использовать пряжу двух цветов. Также нам понадобятся спицы, дополнительная спица или любое другое приспособление для выполнения кос, ножницы и сантиметровая лента. Приступаем к выполнению. Светлой пряжей на 2 спицы классическим набором набираем 30 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так набираем все петли. Набрали 30 петель и приступаем к выполнению первого ряда узора. Кромочную петлю мы снимаем. Дальше 2 изнаночные, затем 2 лицевые. И чередуем 2 изнаночные, 2 лицевые. Снова 2 изнаночные, 2 лицевые. И так мы провяжем до конца ряда. Заканчиваем выполнение первого ряда. Я провязала 2 изнаночные, теперь 2 лицевые и кромочная изнаночной петлей. Первый ряд готов, работу переворачиваем. Во всех изнаночных рядах будем вязать, как смотрят петли. Кромочную снимаем, над изнаночными мы будем выполнять изнаночные, а над лицевыми лицевые. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. И так во всех изнаночных рядах. Приступаем к выполнению третьего ряда. Кромочную петлю снимаем, и в этом ряду будем вязать так: 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть над изнаночными петлями мы вяжем лицевые и наоборот. Над лицевыми изнаночные. И так мы чередуем до конца ряда. А в изнаночном ряду, как смотрят петли. Мы с вами провязали 4 ряда. Это раппорт в высоту нашего узора. Всего таким узором мы провяжем 10 рядов. Провязали узором 10 рядов. И теперь я ввожу в работу темную ниточку, и мы продолжим вязать лицевой гладью. Сейчас кромочную петлю снимаем, и все петли в лицевых рядах лицевые. А в изнаночных рядах все петли изнаночные. И этим цветом я провяжу 4 ряда лицевой глади. Провязала я 4 ряда темной ниточкой. И теперь продолжаем работу лицевой гладью. Но я уже буду вязать дальше 2 ряда светлой нитью. В лицевых рядах все петли лицевые, а в изнаночных все петли изнаночные. Провяжем 2 ряда. Мы провязали 6 рядов лицевой гладью. Дальше продолжим работу и выполним еще 10 таких рядов. При этом 4 темной нитью, 2 светлой и 4 темной. Продолжаем. Я провязала еще 10 рядов лицевой гладью. И сейчас мы с вами приступим к формированию подошвы. Центральных 10 петель из 30 это будут петли подошвы, и вязать мы будем так. Кромочную снимаем, дальше
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше центральных 10 петель подошвы выполняем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая петля. А последнюю 10-ю петлю вместе с петлей полотна мы будем вязать вместе лицевой петлей. Провязали. Работу переворачиваем. В изнаночном ряду вяжем так. Первая петля подошвы, кромочная, снимаем. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. А 10-ю петлю с петлей полотна будем вязать вместе изнаночной петлей. Переворачиваем на лицевую сторону и действие повторяем. Кромочную снимаем. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая петля. 10-ю петлю с петлей полотна провязываем вместе лицевой. Работу переворачиваем. Кромочную снимаем. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая петля. А 10-ю петлю подошвы с петлей полотна мы провязываем вместе изнаночной петлей. И так мы с вами будем выполнять до тех пор, пока на спицах не останется 10 петель. Сейчас на спицах у меня осталось 10 петель, и мы с вами работу переворачиваем на изнаночную сторону и по кромочным петлям ранее связанного полотна с двух сторон доберем по 9 петель. Цвет нити я уже не меняю, продолжаю работу темной ниточкой. Завожу под кромочную, захватываю рабочую ниточку, первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и последняя 9-я петля. С одной стороны мы петли добрали, переворачиваем работу, и эти петли мы распределим по узору и будем вязать так. Кромочную снимаем, затем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Это те петли, которые мы добирали. 10 петель так и остаются, это петли подошвы, так и остаются лицевыми. Мы их провязываем. И теперь удлиним спицу. И с этой стороны полотна мы также доберем 9 петель. С этой стороны. И завожу спицу уже с этой стороны полотна, с лицевой. Захватываю рабочую ниточку. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и последняя 9-я петля. Работу переворачиваем. Эти петли мы также должны будем распределить по основному узору и смотрим по рисунку. Если тут после кромочной 2 изнаночные, значит с лицевой стороны они, с изнаночной стороны они лицевые. Сейчас кромочную снимаем, провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Затем мы провязываем 10 изнаночных петель, это петли подошвы.
И дальше добавленные петли провязываем, как смотрят петли. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Кромочной изнаночной петлей. Работу переворачиваем на лицевую сторону. Мы с вами с двух сторон полотна добрали по 9 петель. Эти петли мы будем вязать узором таким же, как начинали выполнение нашего носочка. И так мы продолжим вязать ровным полотном и провяжем 28 рядов. Я продолжила работу, и от того места, где мы добирали петли, я провязала ровно 28 рядов. Теперь мы приступим к выполнению носочной части. Будем вязать ряды с убавлениями, и я ввожу в работу светлую ниточку. Приступаем к первому ряду с убавлениями. Кромочную снимаем, и следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Дальше я вяжу по узору 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Далее провязываем петли подошвы без изменений лицевыми. И теперь вяжем по узору 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, и выполняем убавление в конце ряда. Следующие 2 петли мы вяжем вместе лицевой за переднюю стеночку. Кромочная, изнаночная. Первый ряд с убавлениями мы провязали в изнаночном ряду, как смотрят петли. Я провязала изнаночный ряд, и теперь следующий лицевой ряд с убавлениями. Кромочную снимаем, и следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Затем 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. Дальше 10 лицевых, и теперь 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, и следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Кромочная, изнаночная. Мы с вами выполнили 2 лицевых ряда, в которых делали убавление после кромочной и перед кромочной в конце ряда. Таких убавлений нужно выполнить еще 2. Сейчас на спицах у нас остается 20 петель. Мы с вами 4 раза убавили по 2 петли в каждом ряду после кромочной и перед кромочной в конце ряда, в каждом лицевом ряду. И теперь продолжаем убавлять и будем вязать так. Сейчас кромочную петлю снимаем. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Затем 5 петель. Из них вот 2 лицевые это основного узора, и 3 лицевые это полотна подошвы. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку петли. Провязали. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку петли. Выполнили. Затем 5 петель. 1, 2, 3 это полотна подошвы, по узору 2 изнаночные, провязали 5 петель, и следующие 2 петли мы провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку петли, и кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду, как смотрят петли. Изнаночный ряд я выполнила, и теперь провязываем следующий ряд с убавлениями. Кромочную снимаем, провязываем 2 вместе лицевой,
затем 1 изнаночная, еще 2 лицевые полотна подошвы, дальше 2 вместе лицевой за заднюю стеночку петли, после 2 вместе лицевой за переднюю стеночку петли. Выполнили. Затем 2 лицевые полотна подошвы и 1 лицевая узора. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду как смотрят петли. У нас остается 12 петель на спицах, и мы приступаем к выполнению верхней части. При этом распределим петли под узор коса. Сейчас первый ряд узора, кромочную снимаем, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. Распределение выполнили. Кромочную петлю мы не провязываем, а переносим пока. И будем выполнять присоединение по кромочным петлям ранее связанного полотна. Первую кромочную мы не берем и начинаем присоединение со второй кромочной. Захватываем переднюю долечку петли, рабочая ниточка перед работой, переносим непровязанную петлю, и эти 2 петли провязываем вместе изнаночной. Работу переворачиваем. В изнаночном ряду мы вяжем как смотрят петли. Провязываем 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые. Кромочную мы переносим, рабочая нить за работой. Точно так же будем выполнять присоединение по кромочным петлям. Первую кромочную не берем, присоединяемся со второй кромочной и захватываем заднюю долечку петли. Возвращаем назад непровязанную петлю и провязываем 2 вместе лицевой. 2 ряда узора мы провязали, работу переворачиваем. В третьем ряду 2 изнаночные, затем 6 лицевых, 2 изнаночные. Кромочную мы снова переносим. Следующая кромочная полотна, вот она хорошо видна, мы подхватываем переднюю долечку петли, возвращаем назад непровязанную петлю и выполняем 2 вместе изнаночной. Работу переворачиваем, кромочную снимаем, провязываем как смотрят петли. Кромочную не провязываем, рабочая нить за работой. Вот уже следующая кромочная полотна, подхватываем заднюю долечку петли, переносим назад непровязанную и выполняем 2 вместе лицевой. Переворачиваем работу, кромочную снимаем, провязываем 2 изнаночные. Сейчас мы будем выполнять перекрещивание на 6 лицевых петлях. Для этого первые 3 мы снимаем и оставляем перед работой. Следующие 3 провязываем лицевыми. Затем снятые петли мы возвращаем и их также провязываем лицевыми. И заканчиваем 2 изнаночные. Это 5-й ряд узора. Рабочая ниточка перед работой, кромочную не провязываем,
подхватываем уже в следующей кромочной полотна переднюю долечку и выполняем 2 вместе изнаночные. Работу переворачиваем, провязываем 6-й ряд узора коса. Рабочая ниточка за работой. Подхватываем заднюю долечку кромочной петли полотна и провязываем 2 вместе лицевой петлей. Работу переворачиваем. Мы с вами провязали 6 рядов нашего узора коса. Сейчас посмотрим. Это раппорт в высоту, то есть 7-й ряд выполняется как первый. И мы начали присоединение уже полотна с 2 сторон. И давайте посмотрим, как мы дальше будем выполнять. Вот мы с вами первое перекрещивание выполнили. Дальше продолжим работу, выполняя присоединение к ранее связанному полотну, выполняя узор коса по центру. И закончим мы точно так же, как начинали, провязывая 10 рядов нашего основного узора. Я продолжила присоединение верхней части. Последние 10 рядов, как я и говорила, выполняем тем же узором, каким начинали работу. Последнее присоединение в лицевом ряду я уже выполнила. Сейчас работу переворачиваем на изнаночную сторону и петли будем закрывать. Закрывать я их буду, провязывая лицевыми. Сейчас мы должны будем выполнить последнее присоединение вот к этой кромочной петле. И делаем следующим образом. Закрываем, подхватываем эту петлю, затем заднюю долечку кромочной петли. И эти все 3 петли провязываем вместе в конце ряда. Работу мы закончили. Я сейчас хочу промерить наше полотно и рассказать, каким образом можно изменить размер. Вот до убавления носочной части от пяточки у нас практически 21 сантиметр. Но так как полотно хорошо тянется, как я и говорила, данная моделька подойдет на размер 38-39. И теперь как изменить размер. Вот когда мы с вами с 2 сторон полотна добирали петли, ровно провязывали 28 рядов. Если ваш размер меньше, то вы провязываете не 28, а меньшее количество рядов. А если размер больше, соответственно, вы удлиняетесь до убавления носочной части. Сегодня мы с вами научились выполнять вот такие интересные следочки-носочки двухцветные. Я желаю вам творческих успехов!